вставляет палки в колеса. Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России. Новые ограничения Союз собирался ввести к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Санкции планировали наложить на почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, которые помогают Путину вести эту войну. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Россия и Украина обменялись обстрелами. Этим утром ракеты долетели даже до Львова, а днем ответка полетела в Белгород. Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области. Россия готовит ядерные удары с космоса. Тревожные новости от американских властей. Я буду настаивать на том, чтобы администрация приняла соответствующие меры, и все могли быть спокойны. Лукашенко закручивает гайки студентам вузов. Молодежь массово бежит из страны и не хочет участвовать в обязательной отработке после учебы. Досталось даже одежде. Не считают, сколько это, а если считают, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит Ютубу о том, что мы вам интересны. И это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Новый массированный обстрел Украины потревожил даже Польшу. Стране НАТО вновь пришлось поднимать в воздух военные самолеты. Впрочем, все ракеты ударили по Украине. Воздушные силы ВСУ сбили 13 из 26 российских ракет. Под ударом впервые за долгое время оказался Львов. Туда оккупанты направили около 10 ракет. Уражений об'єкт критичної інфраструктури. Ударна хвиля пошкоджила 19 будинків. Це стане на цю хвилину те, що вже є обстежено. Уражено 2 школи, 1 садочок. В школах діти сьогодні йдуть онлайн, там де є ураження. І зараз саме головне – це максимально оперативно відновити всі ці уражені будівлі і допомогти людям. Більше 400 вікон повилітало, пошкоджено. Також є пошкоджені і двері, сходові клітки, тому приступаємо до роботи. Также под ударом оказались Запорожье, Днепропетровская, Хмельницкая, Харьковская область. В Киеве и окрестностях силы ПВО сбили все ракеты, которые летели на столицу. Мэр Бучи показал последствия утренней атаки РФ. От удара ракеты образовалась огромная воронка. Ракетная атака на Бучанскую общину. От взрывной волны дома в Бабинецком и Ворзельском старостатах остались без крыш и окон. В некоторых зданиях нарушены несущие конструкции. Всего повреждено около 4 десятков домов. Вражескую ракету сбили за пределами населенного пункта, поэтому образовалась только воронка. Там работают соответствующие службы. К счастью, люди не пострадали. Спасибо нашим умелым силам ПВО. Для обстрела Украины россияне на этот раз использовали не только стратегическую авиацию, но и запускали калибры из Новороссийска, где сейчас прячется Черноморский флот РФ. Но, очевидно, решили продемонстрировать, что и Черноморский флот Российской Федерации что-то представляет. На море запустили калибры, чего они, в общем-то, раньше делали крайне редко. Там буквально очень порционно калибры летели. В отличие от обстрелов прошлого года, когда калибры использовались довольно широко. Но почему это происходит? Как я уже решил показать, что они решили продемонстрировать, что Черноморский флот представляет опасность. Но на самом деле так оно и есть. Почему? Потому что ракетные корабли не перебазировали в Новороссийск, и эти ракетные корабли сохраняют, в принципе, способность запускать ракеты, что и было продемонстрировано. Поэтому окончательно ЧФ-РФ сбрасывать со счетов тоже было бы неправильно. С учетом того, что ракетные корабли у них присутствуют. А во-вторых, очень интересно, они ведь показали, что пытаются запускать ракеты, хотя вот в Новороссийск у них есть сложности с перезарядкой этих ракетных кораблей. Россия и Украина обменялись ракетными ударами, пишет Бильд. В ночь на 15 февраля хлопало в Курской области. В центре внимания оказалась нефтебаза «Полевая». Украинские СМИ пишут, что атака этого объекта – спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины. В Курском районе продолжается ликвидация пожара после последствий атаки со стороны ВСУ. На месте происшествия по повышенному номеру работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы Комитета региональной безопасности Курской области.
Кроме того, украинская разведка уничтожила и радиолокационную станцию оккупантов в районе российско-украинской границы. С помощью этого комплекса оккупанты контролировали воздушное пространство и распознавали воздушные цели. После удара ГУР у россиян теперь ни станции, ни обслуживающего персонала. В результате огневого поражения российская Каста-2Е2 выведена из строя, а обслуживающий персонал радиолокационной станции понес потери. До удара украинских разведчиков этот комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями Российской Федерации. БНР также приняла ответный удар за атаку Кремля по украинским городам. Белгородцы сообщали, российское ПВО сбивает снаряды над городом, ну а обломки летят на людей. Больше всего досталось торговому центру «Князь Владимир». На момент записи выпуска белгородский губернатор Гладков сообщал о 18 пострадавших и 5 погибших, а российское Минобороны о том, что оно поразило все цели. Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня РМ-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены на территории Белгородской области. Россия готовит ядерный удар в космосе и хочет разместить там свою ядерку, сообщает канал ABC News. И якобы именно из-за этих действий председатель Комитета Палаты представителей США по разведке Майкл Тернер и предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США. Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу. Американская пресса пишет, ядерное оружие в космосе Россия может использовать, чтобы оставить американскую разведку без глаз, уничтожив ее спутники. А вот угрозы для нападения на людей на поверхности Земли нет, уверены источники CNN. Кроме того, в Нью-Йорк Таймс пишут, что Москва еще далека от реализации этих планов, ну а сама система находится на стадии разработки и не выведена на орбиту. В Палате представителей США попросили американцев не волноваться. У меня есть заявление, и я буду очень точен и не собираюсь отвечать на вопросы. Но в прошлом месяце я направил в Белый дом письмо с просьбой о встрече с президентом для обсуждения серьезного вопроса национальной безопасности, который является секретным. В ответ на это письмо на завтра здесь, в Капитолии, назначена встреча. Я буду настаивать на том, чтобы администрация приняла соответствующие меры, и все могли быть спокойны. Я видел заявление председателя Торнера по этому вопросу и хочу заверить американский народ, что нет необходимости беспокоиться. Мы будем работать вместе, чтобы решить этот вопрос, так как мы решаем все секретные вопросы. Кроме того, я не имею права разглашать секретную информацию и не могу сказать больше. Но мы просто хотим заверить всех, что руль в надежных руках и нет повода для тревоги. Пресс-секретарь российского диктатора назвал заявление Тернера и западной прессы уловками и сказал, что ждет брифинга в Белом доме, чтобы узнать больше информации от американцев. Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга, будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться, посмотрим. К слову, в прошлом году известная пропагандистка Кремля, а заодно и Бабраедка Симонян, предлагала взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтобы оставить мир без средств связи и вывести из строя спутники. Это вызвало большой скандал. Пескову пришлось оправдываться тем, что слова пропагандистки не всегда отражают официальную позицию Кремля. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. План
План Трампа в случае его победы описывают Bloomberg. Одиозный экс-президент намерен пригрозить Зеленскому прекратить военную помощь, если Украина откажется от переговоров. Ну а если РФ не захочет договариваться, будет угрожать Путину увеличением военной поддержки Украины. Тем временем в Кремле уже подул ветер перемен. Если раньше там был милее Трамп, то сейчас Путин заявил, что лучше уж Байден. И ничего, что он бьется головой о вертолеты. Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, 3 года, там, ну, и тогда уже говорили о том, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал свою. Ничего такого нет. Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился там, головой этот вертолет, но кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень. Вообще это, на мой взгляд, я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии. Кто не знает языка своей страны, оккупант или идиот? Ректор одного из университетов Узбекистана резко высказался о тех, кто не знает языка своей страны. Он предложил живущим в республике представителям других национальностей, не говорящим на узбекском, определиться для себя, кто они, оккупанты или идиоты. Я говорил о тех людях, которые живут у нас в стране, кушают наш плов, самсу, очень любят, уважают, но не говорят на нашем языке. Ну, может, кому-то это не понравится. Я считаю, это или идиотизм, или это продолжение того, что колониального, высокомерного отношения к узбекам. Ну, в этом виноваты сами узбеки тоже. Потому что у нас слишком добрые отношения, мы слишком гостеприимны, мы слишком такие мягкие. Кого-то увидим, сразу говорим, забываем свой язык. Высказывание попало в точку, и в российском МИД обиделись, назвали слова ректора русофобией и потребовали извинений. Даже вызвали на ковер посла страны в Москве и выразили ему протест. К слову, российские политики и пропагандисты на шоу на российском ТВ регулярно позволяют себе высказывания в духе «Узбекистан придумал Ленин, и страну следует срочно присоединять к РФ». Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве. Лукашенко собирается закрутить гайки студентам вузов. Молодежь массово бежит из страны и не хочет участвовать в обязательной отработке после учебы. За это платят немалые деньги. Поэтому меры родом из СССР собираются еще больше ужесточить, решил диктатор на встрече с ректорами университетов. Кроме того, Лукашенко даже запретил молодежи Беларуси одеваться лучше, чем он сам. Бывший президент назвал любовь к импортным брендам цветными революциями. Хотя ранее и сам был замечен в одежде иностранных брендов. Да и любимый сын Коленька тоже не гнушался в них облачаться. Одеться вся молодежь наша хочет, ух как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют этими импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? В Канзас-Сити неизвестный открыл огонь по толпе во время празднования Супербоула. Фанаты как раз радовались победе местной команды Канзас-Сити Чифс в чемпионате США по американскому футболу, когда раздались выстрелы. Пострадали более 20 человек, еще один погиб, как известно на момент записи выпуска. Среди раненых, по данным полиции, как минимум 9 детей. Правоохранители задержали 3 подозреваемых, выясняют, кто из них стрелял по прохожим и каков его мотив. Это просто сумасшедшие колебания. Это просто невероятное сумасшествие. Колебания от чистой радости, эйфории и празднования до ужаса. Сначала все окружают команду. Это атмосфера невероятного единства. Неважно, кто ты и откуда родом. Здесь, в Канзас-Сити, все любят Чифс. Все за них болеют. А потом сразу же приходится искать убежище, чтобы спастись и испытать невероятный ужас. Мы такого не ожидали. На этом
этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!